На связи Украина 365. Украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Это вызывает у оккупантов панику. В частности, так случилось и у бывшего главаря террористов так называемой ДНР Игоря Гиркина Стрелкова. Он предсказывает, что совсем скоро может начаться генеральное наступление ВСУ в Запорожской области. Об этом он написал на своей странице в Телеграм. Он добавил, что украинские защитники уже накопили невероятно много оружия. ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО. Давно жду генерального наступления ВСУ именно на данном фронте, написал Гиркин. Важно напомнить, что накануне украинские военные мощно ударили по позициям оккупантов под Запорожьем. Они обстреляли места скопления российских вояк, в результате чего были ранены более 250 оккупантов. В воздух взлетели 3 вражеских склада с боеприпасами и более 20 единиц военной техники. Это все хорошо, однако готовы ли сейчас ВСУ на самом деле пойти в контрнаступление на этом направлении, неизвестно. Командование вооруженных сил Украины, понятное дело, не разглашает информацию об имеющемся резерве, поэтому сложно составить представление о том, сколько еще ВСУ могут привлечь и чем вооружить, сообщает The Daily Mail. Военный аналитик Майк Мартин из Королевского колледжа Лондона обращает внимание на то обстоятельство, что Украина, в отличие от России, провела общую мобилизацию. Другими словами, каждый житель Украины в возрасте до 65 лет может быть призван в армию, а это миллионы военнослужащих, если их обучить и вооружить. Вопрос в том, где, как и когда можно использовать эти силы. По утверждениям эксперта, он знает ответ на этот вопрос. ВСУ, считает Мартин, могут задействовать свой стратегический резерв, чтобы разделить российскую группировку в Украине на 2 части и тем самым лишить их возможности вновь объединиться общими усилиями. Он также опубликовал карту возможного наступления украинских войск от Днепра и Запорожья к Мариуполю и району Бердянска. За исключением провокаций армии РФ в районе Запорожской АЭС и активности украинских партизан, этот фронт оставался относительно спокойным после того, как ВС РФ захватили эту территорию в начале своего масштабного вторжения. Но, по мнению Майка Мартина, в обозримом будущем этот район может стать эпицентром столкновений. ВСУ, если получится, могут направить группировку из Харьковской области на деоккупацию Луганской и Донецкой областей. Херсонская группировка ВСУ будет мешать переброске российских войск из Херсона, чтобы прийти на подмогу оккупационным войскам на Донбассе. Вот что хотел сказать Мартин этой картой. Смотрим пункт номер 1. Это показывает основное наступление для деоккупации Херсона и продвижения к Крыму. 2. Дополнительные атаки для освобождения Донбасса и Мариуполя. 3. Возможно наступление с резервом, чтобы разделить поле боя надвое и перерезать снабжение российских войск. 4. После освобождения Мариуполя объединенные украинские войска могут наступать на Крым. И 5. Отступление российских войск по Керченскому мосту и победа Украины. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также напомним, на южном направлении подразделения вооруженных сил Украины зажали российских оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге. Если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег, это котел, заявила она. По ее данным, военное руководство РФ больше всего полагается на воздушно-десантные войска, которых удалось собрать немало. В то же время она подтверждает появление на южном направлении только что мобилизованных россиян и уточнила, что они плохо подготовлены, поэтому служат для российского военного командования только пушечным мясом. Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых свежих мобилизованных, однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и скорее выполняют роль пушечного мяса, добавила Гуменюк. Также она сообщила, что ВСУ с начала октября освободили от армии РФ более 400 квадратных километров Херсонской области. Имеем достаточно убедительные успехи. Направление мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов с начала активных действий в октябре, и мы продвигаемся дальше, сказала Гуменюк. Она добавила, что на нескольких направлениях украинские бойцы продвинулись до 20 километров вглубь. События развиваются невероятно динамично. Тем временем из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По предварительным данным, российских оккупантов из Новой Каховки перебросили в Береслав. Об этом он написал у себя в Facebook. Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки шаурмы, которые они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес. По предварительной информации, всех отправили в Береслав, где ничего не происходит и паники нет. Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой, добавил Хлань. Вместе с этим из-за наступления ВСУ в так называемый
называемой ЛНР, заявили, что пророссийские структуры и учреждения эвакуируются из оккупированных городов на Луганщине. Об этом сказал главарь НВФ и так называемый непризнанный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Север и северо-запад ЛНР. Ситуация тревожная, но стабильная, уверяет Мельник. По его словам, связь с Кременной и Сватовым практически отсутствует. При этом Мирошник утверждает, что вся территория в районе Кременной контролируется так называемой ЛНР. А ВСУ якобы стянули до 10 тысяч человек в районы Северска и Торского. Также у них есть техника, артиллерия и РСЗО. В городе и поселках малолюдно. Основные социальные учреждения эвакуированы, сообщил он. В Сватово, по его словам, основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в частности, занимаются эвакуацией. Оценить численность ВСУ, отметил Мирошник, сложно. Есть данные о перегруппировке, перемещении тяжелой техники. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. Дорогие подписчики, из-за полномасштабного нападения России мы практически полностью потеряли рекламу, а значит, финансовое обеспечение всех наших редакционных бойцов. При желании и возможности вы можете поддержать нас разовым или регулярным платежом. Реквизиты в описании к этому видео.